Ребят, всем привет! Сегодня нам принесли на заточку довольно-таки знаменитый нож крысу Ontario Red 1 из стали D2. И мы решили снять заточку, как она происходит. Сейчас я его уже клеил малярным скотчем, для того, чтобы его не поцарапать в губках. Как сказал сам владелец, при заточке у него появлялись подводы разной ширины. Мы нож будем перетачивать. Я уже заранее посмотрел, попал в маркер и увидел то, что угол заточки на данный момент составляет 13 градусов на сторону, или же 26 общий. Мы будем перетачивать его в 36 градусов. Использовать для этого будем камни Barite серии T2. И финиш будет на камне PC 1200. Установили уже нож в зажимы. Зажимы расположили на одной стороне рамки. Чтобы было удобно зажать нож, кончик расположили по центру рамки, для того, чтобы ширина подвода у ножа у нас не отличалась. Также прямая часть ножа, так называемый плейн, он у нас параллелен рамке в данном случае. Установили обдирочный камень Barite серии T2 гритностью 150, использовали жидкость Barrelube, нанесли на сам камень. Напомню про сами камни, что они работают у нас практически по всем сталям твердостью до 62 единиц по Rockwell. Начнем выставление угла. Обнуляем на площадке для угломера. Ноль. Так, сейчас 15,7, выставляем 18. 18 на сторону, или же это как раз 36 общий будет у нас. Вот 18 выставили и зафиксировали винтом. И приступаем к обдирке. Самый долгий процесс — это у нас обычная обдирка и финиширование. Сама заточка, как я уже говорил, она довольно-таки быстрая. Также, чтобы не завалить кончик ножа, я его придерживаю пальцем. Ну и еще, пожалуй, будет полезная информация, когда мы точим нож, особенно его обдираем долго в одном месте. Вот такими движениями камнем не работаем. Движения камня должны быть желательно по всему ножу, для того, чтобы не создать случайно рекурву в какой-то части ножа. Как только чувствуем, что у нас камень перестает работать, снова добавляем жидкость Barrelube. Можно даже убрать шлам с самого камня, тем самым его почистив, и снова добавляем жидкость. Продолжаем работу. Вот я чувствую, что заусенец у нас уже появился отчетливый по всей режущей кромке. Закончили с обдиркой ножа. Время у нас ушло около 15 минут, наверное. Переходим на следующий камень. Это у нас будет Barite 220, тоже серии T2. И быстренько уменьшим резку. Для тех, кто хочет сэкономить время заточки, то можно приподнимать угол на 0,1 градуса. Тем самым гарантированно работать по режущей кромке. Я же сейчас этого делать не буду. И буду работать под тем же самым углом, который у меня сейчас установлен. Установили Barite 600 и продолжаем уменьшать резку. Перейдем на 800 Barite серии T2. У нас последний камень сейчас это Barite PC 1200. И мы им будем финишировать. Эти камни еще называют выбор полировщика. После этих камней отличная агрессия и острота. И приступаем к снятию заусенца. По одному разу с каждой стороны. И так необходимо сделать несколько раз. Проверим результат на устройстве BESS. 15 грамм. Мы получили просто бритвенно-острый нож. Как вы видели, у нас одинаковый подвод с двух сторон, бритвенно-острый. Если у вас в наличии Ontario Red 1 или нож крыса, пользуйтесь,
такими ножами когда-нибудь? Пишите в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.